Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня будет видео в формате вязального эпизода, потому что у меня опять-таки не получилось подключаться каждодневно и снимать маленькие фрагменты. Я сниму все, так скажем, одним дублем, по крайней мере постараюсь. В этом видео я вам расскажу о своих готовых изделиях за неделю, что у меня получилось довязать, как я продвигала свои процессы и что я начала новенького. Ну что, давайте во всем по порядку. И в начале недели, как я и хотела, я завершила работу над своими брюками. Они у меня еще на данный момент не постираны, и в них, почему я их не стираю, потому что я еще не вставила в них резинку. У меня нет времени доехать до магазина и купить резинку. Сегодня выходной. Я надеюсь, что я это сделаю. Постираю эти брючки. Вот они у меня. Все здесь завершено. Подгиб. Все сделано. Но, конечно же, мне хочется посмотреть, как они будут выглядеть после ВТО. Как они расправятся, будет ли вытяжение, насколько это будет вытяжение. И к этим брючкам я вяжу джемпер. Я его начала вязать, но у меня совсем маленькие продвижения, потому что я, во-первых, рисовала схему к передней детали, потому что на передней детали я хочу делать сочетание двух пряж. Потом я мотала эту пряжу, но мне еще помогала Джесси в этом. И работы, конечно, много, потому что я как представила, сколько мне нужно клубочков на переднюю деталь. И это немало. Я думала, что, может быть, вязать по кругу изделия, но потом поняла, что моя задумка не выйдет по кругу ни в виде вязания интарси, ни в виде вязания жаккарда. Это просто невозможно, только вязание отдельными деталями. Поэтому вот эти вот все моменты, когда рождается идея, когда думаешь, что сделать лучше, поэтому, конечно, работа притормаживается, и поэтому показывает, да, тут 7 сантиметров провязанной резинки, от джемпера нет смысла. Я только начала его вязать, поэтому буду его вязать. Хочу его связать как можно быстрее, чтобы уже этот костюм примерить и показать, что же у меня получилось. Ну а пока я думала над своим джемпером, как что вязать, я продвигала вот этот процесс в своем телеграм-канале, где я общаюсь практически каждый день со своими подписчиками. Я им показывала, что я постирала, я отвязала часть и постирала, чтобы мне увидеть, как будет выглядеть полотно. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вот эти вот шарики, они были побольше, но это нужно делать перерасчет узора с другим количеством петель. Ну ладно, распускать, естественно, ничего я не буду, потому что здесь такая пряжа, которую лучше не распускать. Ее связать один раз и все, и носить с удовольствием. У меня здесь, точнее, два вида пряжи. Эта пряжа мне подарена моей вязальной подружкой Леночкой с канала Вязалки Провинциалки. Здесь очень такой хороший состав. Супер Кид Мохер, Меринос, вот этот шибриковый люрекс. И в подмот к этой ниточке я добавила пряжу, которую мне подарила моя подписчица Елизавета. Здесь тоже мохер альпака. Здесь тоже альпака есть. Мохер альпака и ПА. Вот эти две ниточки прекрасно дополняют друг друга. Очень хороший расход. Мотки по 25 граммов. У меня всего 100. И как раз я и вижу, каков расход вот этой вот моточной. Я думаю, что даже еще и останется. После ВТО, да, узор раскрылся. Вот в это еще есть вискоза.
Ну, я думаю, как раз шишибриковый люрекс, вот этот он на вискозе. Полотно очень тонкое, нежное, воздушное. И за счет вот этого узора, я думаю, что будет все-таки красиво. А вот здесь уже видно, что вот здесь нету, не постирано. Ой, петельки убежали. Так. Поэтому вот я вяжу. Еще, наверное, но я хочу, чтобы этот джемпер был подлиннее. И поэтому надо вот померить, достаточно мне или нет. Потому что это вот так вот будет. Достаточно мне или нет длины, чтобы разделять на детали. Я хотела сначала с вынесенной проймой, но так как я выбрала такой узор, лучше этого не делать. Вот, поэтому не буду я такую модель вязать. Это будет просто модель со спущенным плечом. Такая базовая, хорошая модель. Мне очень нравится. Я думаю, что джемпер будет теплый, потому что здесь все-таки такой шикарный состав. И, честно сказать, не терпится мне уже его связать. Так хочется чего-то новенького в своем гардеробе. Он будет легкий при всем при этом. И вы знаете, как бы пока вяжу, еще такая мысль появилась. У меня есть похожая пряжа по цвету. Вот к этой. И к этой тоже. Я вязала в прошлом году себе платье из Baby Альпаки. Там Baby Альпака и меринос 50 на 50. И вот я думаю, может быть, юбку связать вот к этому джемперу. Надо сначала, конечно, джемпер связать. Но я буду его вязать полностью вот этим узором. Планирую полностью вязать узором. Нравится, что получается. Он очень красивый, блестит очень красиво. При дневном свете блеска так не видно, а при искусственном освещении просто шикарно. И будет у меня очень, я думаю, носибельный, хорошенький джемперочек. Совсем скоро. И у нас же пришла зима. Наконец-то выпал первый снег. А я, так как погода позволяет, все откладываю вязание своей шапки, и не только своей. Ну, что-то вот не хочется мне вязать как-то. Не хотелось вязать шапку. Но, посмотрев прогноз погоды, увидела, что будет аж -5. Думаю, ну и где твоя новая шапочка? Потому что шарф, который я связала, в составе которого есть кашемир, я его сейчас очень активно ношу. Мне очень нравится. И, конечно, хотелось бы, чтобы была и шапка, потому что без шапки уже холодно. И я вчера вечером быстренько начала вязать себе шапочку. Я говорила, что у меня будет узор тоже связанный, чтобы это были диагонали. Он несложный. Этот узор несложный. Шапочки я ношу бини. Они мне очень идут. И я благополучно вчера начала вязание. Так это выглядит. Но это все после ВТО будет выглядеть немножко иначе. Это будет потоньше, потому что сейчас оно еще имеет такую плотность. А после ВТО оно немножечко расправится и немножечко выправится. Вот это изнаночная сторона. А вот эта сторона лицевая. В принципе, они идентичные, похожие, но макушка вот здесь. То есть вот это я здесь закрывала по лицу. Но мне вот здесь макушка понравилась больше. И мне кажется, что вот эти вот линии какие-то здесь по изнаночной стороне более выразительные. И поэтому я сделала изнанку лицевой стороной. Сейчас я вяжу, это будет двойная шапочка. Набирала я набросовую нить. А это вот будет внутрь. Вот так. Мне нужна все-таки теплая шапка. У меня было 100 граммов. И, скорее всего, мне бы хватило на полностью на вторую, да, сторону. Но чтобы эта шапка была теплее, я так делаю, ну, как бы постоянно, я вяжу
подклад. Это стопроцентный Baby альпака. Тоже мне ее когда-то подарила моя подписчица Ирина. Я вязала Алисе джемпер в школу с круглой кокеткой жаккардовой. Но, знаете, очень-очень сильно пряжа закатывается. Она шнурковая, она теплая, мягкая, приятная, воздушная. И вот в качестве подклада для шапки это просто идеальная. Она легкая, но при этом теплая. И поэтому сначала я вяжу в цвет шапки, а потом уже буду добавлять вот этот цвет. Он не будет давать никакого оттенка. Тоже на многих шапках проверено. Но зато будет теплая шапочка. И вот за сегодня, за воскресенье, я планирую это все связать, постирать. Кто-то меня спрашивал, хватит ли 100 граммов на шапку. Ну, 100 граммов на шапку как раз практически хватает. Хоть тыковка, хоть бини, как вот у меня удлиненная макушка. Поэтому вот если крючком вязать, то, наверное, надо 150 граммов, если шапку вязать крючком. И вот у меня чуть-чуть осталось, и я думаю, вообще в идеале надо же что-то еще бы и на руки. А может быть, просто перчатки купить и не мучиться, как говорится. Скорее всего, будет именно второй вариант — покупные перчатки. Потому что ну, вот как-то пока на данный момент на перчатки я не могу настроиться. Ну, знаете, всякое бывает. А вдруг? Ну, это да, действительно будет самый настоящий подвиг — связать перчатки. Ну, мне нравится. Такой вроде бы узор простой, но смотрится интересно. Сделаю вам тоже небольшой мастер-класс по вязанию такого узора, такой шапочки. И чтобы, потому что многие вязали шарф, как у меня, и чтобы был комплект, я думаю, что вот этот узор очень хорошо подходит к шарфу, который связан узором диагонали. Вот такие продвижения случились у меня на этой неделе. Я очень рада, что завершена моя большая работа над брюками. Мне не терпится, просто не терпится связать джемпер, чтобы увидеть в целостности, что получилось, и показать вам. Очень мне интересно, потому что для меня это абсолютно новое вязание. Я этого еще не пробовала. Ну и, конечно же, скоро у меня завершится и вот эта работа небольшая. Мы должны быть вооружены, потому что зима может к нам прийти нежданно-негаданно, но ей уже и пора приходить. Обязательно нужно утепляться и голову, да, держать в тепле. Продвигаются и другие процессы. Я думаю, что, возможно, будут появляться и новые. И я так посмотрела, у меня такая гамма получается в ноябре. Спокойная, да, и практически все тона близкие. Ну да, такое бывает. Сегодня, 16 ноября, Всемирный день рукоделия. И я с большим удовольствием поздравляю всех рукодельниц с нашим праздником. Я желаю вам море вдохновения. Я желаю, чтобы у вас появлялась интересная пряжа, чтобы были новые проекты и чтобы у вас хватало времени на ваше любимое хобби. Ну а я с вами прощаюсь. Надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.